Всем привет! Меня зовут Мария, а мой опыт веб-разработки и онлайн-бизнесе более 15 лет. Сегодня я хотела бы поговорить на такую тему, как стоимость разработки и факторы, которые будут на нее влиять. Часто нам кажется, что высокая часовая ставка автоматически означает высокую стоимость разработки, а высокая оценка разработчика означает, что разработчик плохо понимает задачу, с которой ему предстоит работать. Так ли это на самом деле? Я хотела бы рассказать, как фокус команды, процессы внутри команды, ну и часовая ставка влияют на финальную стоимость разработки и на что нужно обращать внимание, чтобы выбрать подходящего для себя исполнителя. Каждый, кто хоть раз начинал процесс разработки, знает, насколько это сложно найти, выбрать, а главное довериться одному из исполнителей. Неважно, работаете ли вы с аутсорсинговым агентством или пытаетесь собрать команду in-house, сложности всегда одни и те же. Каждый предлагает свои технологии, свои процессы, свои какие-то фишки. У всех разные часовые ставки. Но что из всего этого подходит именно мне? Что мне выбрать? Ранее я сталкивалась со схожими сложностями, но со временем я смогла разобраться, как формируются оценки в разных командах, от чего они зависят, а главное, на что они повлияют в конечном итоге. И теперь это знание помогает мне делать взвешенный выбор в пользу той или иной команды. Я бы хотела поделиться с вами этим знанием, чтобы вы тоже могли делать взвешенный, осознанный выбор. Стоимость разработки зависит от двух факторов. Это оценка и стоимость часа. Если мы говорим о стоимости часа или о часовой ставке, они очень сильно варьируются. И зависят они тоже от совершенно разнообразных факторов, начиная от специализации разработчиков, заканчивая языками, которыми владеют эти разработчики. А если вы, например, работаете с агентством, там вообще другая история. Агентство часто в стоимость часа вшивают какие-то дополнительные активности, да, там, таким образом, заплатив за 1 час, клиент получает час разработки и, например, тестирование или менеджмент. Поэтому сам по себе показатель часовой ставки, он не репрезентативен, нет смысла сравнивать предложения команд по часовой ставке. На итоговую стоимость разработки в большей степени будет влиять, сколько времени заложено в оценку и состав работ. Вот это то, на что стоит действительно обращать внимание. Итак, что же такое оценка? Оценка – это прогноз. Прогноз времени, которое требуется на разработку вашего проекта. Часто оценка отражает список задач, которые та или иная команда предполагает к выполнению в рамках работы над вашим проектом. В оценках можно встретить разные активности. Ну, например, всем понятно, что там будет программирование. Кроме того, там может быть тестирование, код-ревью, анализ требований, проектирование, документирование, в конце концов, коммуникация. Одни команды в оценку включают только программирование, ну или минимальный набор активностей, которые необходимы для поставки фичи. А другие же команды предлагают полноценный процесс разработки качественных решений, который предполагает дополнительные активности, такие как код-ревью упомянутое, там, углубленное тестирование, документирование и так далее. Здесь-то и формируется разница в оценках. Именно поэтому мы видим от разных команд разные оценки на, казалось бы, одну и ту же работу. Состав оценки определяется фокусом команды. На рынке есть команды, которые предлагают быстрые бюджетные решения. Такие команды отлично подходят для разработки MVP, например, или для тестирования гипотезы о вашем продукте. Цель, которую будет преследовать эта команда, это максимально быстро и дешево протестировать гипотезу о вашем рынке или поставить вам продукт. Если мы говорим о составе работ, который предполагает команда такого плана, то чаще всего там будут полностью или частично исключены активности, которые требуются для обеспечения качества, масштабируемости, поддерживаемости. Таким образом, команда сокращает количество часов, которые она тратит на разработку, и обеспечивает максимально быстрый выход на рынок. Если говорить о результате, который можно ожидать от данной команды, то это быстрое, но временное решение, которое позволит вам сэкономить бюджет, максимально быстро выйти на рынок, но с ограниченным качеством. А есть команды, которые заточены под разработку полноценного продукта. Они предлагают полный цикл разработки.
Такие команды будут преследовать цель создать качественное масштабируемое решение, которое легко поддерживать и на основе которого клиент, стейкхолдер сможет вести свой бизнес. Состав работ таких команд, как правило, будет предполагать дополнительные активности, вот такие как код-ревью, углубленное тестирование, проработка детальных требований, проектирование и так далее. Такие активности создадут надежную основу для разработки качественного решения. Соответственно, и результат такая команда может гарантировать вам другой. Такая команда может вам поставить качественный, масштабируемый продукт, с которым вы будете жить годами, легко развиваться, легко масштабироваться, наращивать команду, наращивать функционал и так далее. Итак, как же мне выбрать ту самую команду? Как выбрать того самого исполнителя? Первое и самое основное, вам необходимо определиться со своим фокусом. Либо вы заинтересованы в разработке полноценного качественного решения, либо вы ищете команду, которая поможет протестировать вам какую-то новую идею. Определившись с фокусом, вам просто требуется найти команду, которая работает в данном фокусе. Проанализировав оценки, сметы, проанализировав состав работ, который предполагает та или иная команда, вы легко сможете это сделать. Единственное, от чего бы я хотела вас предостеречь на данном этапе, так это от попыток перевоспитывать команды. Потому что команда, которая привыкла разрабатывать полноценные и качественные решения, навряд ли будет эффективно разрабатывать MVP и наоборот. На сегодня у меня все. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Всем пока!